Пройдя этот детальный тест, вы сможете понять, в каком состоянии находится ваша печень, и узнаете много важной и полезной информации. Итак, без лишних слов, начнем тест. Вопрос номер 1. Ваш цвет лица имеет желтоватый оттенок. 30 баллов. Да, отчетливо виден желтый оттенок. 20 баллов. Имеется легкий желтоватый оттенок. 10 баллов. Нет, мой цвет лица нормальный. Пока вы записываете баллы, я буду давать краткие пояснения к вопросам. Желтоватый оттенок цвета лица происходит из-за накопления билирубина в тканях организма. Билирубин – это желтый пигмент, который образуется при разрушении красных кровяных клеток. При заболеваниях печени, таких как цирроз, гепатит или нарушение желчевыводящих путей, печень может неэффективно обрабатывать билирубин или происходить его избыточное образование. Вопрос номер 2. У вас на лице периодически появляются красные или коричневые пятна. 30 баллов. Да, они появляются регулярно. 20 баллов. Иногда бывают. 10 баллов. Нет, у меня нет подобных пятен. Пояснение. Некоторые печёночные заболевания могут влиять на состояние кожи и вызывать различные дерматологические проявления в виде красных пятен, паутинных вен, сосудистых звезд, аллергических реакций или сыпи, псориаза. Вопрос номер 3. Вы испытываете ощущение тяжести или тянущую боль в правом подреберье? 30 баллов. Да, часто и интенсивно. 20 баллов. Иногда бывает дискомфорт. 10 баллов. Нет, таких ощущений нет. Пояснение. Печень обладает внешней капсулой, которая содержит нервные окончания. При увеличении размеров печени, таком как при воспалительных процессах или заболеваниях, капсула может растягиваться, вызывая ощущение тяжести или давления. Вопрос номер 4. У вас периодически появляется ощущение горечи во рту. 30 баллов. Да, регулярно. 20 баллов. Иногда бывает. 10 баллов. Нет, у меня нет такого ощущения. Пояснение. Печень производит желчь, которая хранится в желчном пузыре и выделяется в тонкий кишечник для помощи в переваривании жира. При некоторых заболеваниях печени, таких как холецистит, желчный пузырь может не работать должным образом, и это может привести к повышенному содержанию желчных кислот в желудочно-кишечном тракте, вызывая горечь во рту. Вопрос номер 5. Ваш язык покрыт желтоватым налетом. 30 баллов. Да, виден явный желтый налет. 20 баллов. Имеется легкий желтоватый налет. 10 баллов. Нет, мой язык нормального цвета. Пояснение. Появление желтого налета на языке происходит в результате заболеваний печени и связанных с этим нарушений образования желчи и накопления билирубина в теле. Вопрос номер 6. Ваш организм плохо переносит жирную пищу. 30 баллов. Да, у меня проблемы с переносимостью жиров. 20 баллов. Иногда испытываю дискомфорт после жирной пищи. 10 баллов. Нет, я нормально переношу жирную пищу. Пояснение. Печень играет ключевую роль в процессе образования и выведения желчи, которая необходима для расщепления и усвоения жиров в кишечнике. Заболевания, такие как цирроз печени или холестаз, застой желчи, могут снижать производство и выведение желчи, что затрудняет переработку жиров. Вопрос номер 7. Склеры ваших глаз отливают желтизной. 30 баллов. Да, они явно желтые. 20 баллов. Есть некоторый желтоватый оттенок. 10 баллов. Нет, склеры глаз выглядят нормально. Пояснение. Склеры глаз состоят из коллагена
и могут отразить изменения в организме, связанные с повышенным уровнем билирубина. Желтоватый оттенок склер может быть визуальным проявлением желтухи, а следовательно, и проблем с функцией печени. Вопрос номер 8. В последнее время вы принимали большое количество лекарственных препаратов. 30 баллов. Да, принимаю много лекарств. 20 баллов. Принимаю, но не в больших количествах. 10 баллов. Нет, лекарств было немного или не было вовсе. Пояснение. Некоторые лекарства могут быть токсичными для печени, особенно при длительном или неправильном использовании. Вопрос номер 9. Вы замечаете за собой быструю утомляемость и раздражительность? 30 баллов. Да, часто и сильно. 20 баллов. Иногда бывает. 10 баллов. Нет, я обычно не утомляюсь быстро. Пояснение. Печень играет важную роль в метаболизме углеводов, жиров и протеинов. Заболевания печени могут нарушить этот процесс и привести к недостатку энергии, что приводит к быстрой утомляемости. Вопрос номер 10. Применяете ли вы токсичные химические вещества в быту или работе? 30 баллов. Да, регулярно. 20 баллов. Иногда. 10 баллов. Нет. Пояснение. Если у человека есть повышенный риск воздействия токсичных веществ на печень, например, при профессиональной деятельности в области химии или при наличии домашних условий, предполагающих чрезмерное использование химикатов, это может быть учтено при оценке здоровья печени. Вопрос номер 11. Какова ваша длительность сна ночью? 30 баллов. Менее 6 часов. 20 баллов. 6-8 часов. 10 баллов. Более 8 часов. Пояснение. Недостаток сна может увеличить уровень стресса и воспаления в организме. Эти факторы могут быть связаны с различными заболеваниями печени. Вопрос номер 12. Как часто вы употребляете алкоголь или курите? 30 баллов. Каждый день. 20 баллов. 1-2 раза в неделю. 10 баллов. Никогда или крайне редко. Пояснение. Хроническое злоупотребление алкоголем может привести к циррозу печени, что представляет собой серьезное и необратимое заболевание. Курение может увеличить риск развития заболеваний печени, таких как неалкогольное жировое заболевание печени и фиброз. Вопрос номер 13. Сколько вы пьете воды в день? 30 баллов, до 1,5 литров. 20 баллов, 1,5-2 литра. 10 баллов, 2-3 литра. Печень играет ключевую роль в детоксикации организма, удаляя токсины и отходы. При недостатке воды процессы детоксикации могут замедлиться, что может оказать дополнительное давление на печень. Вопрос номер 14. Каков ваш индекс массы тела, есть ли у вас лишний вес? 30 баллов, больше нормы. 20 баллов, ниже нормы. 10 баллов, в пределах нормы. Пояснение. Высокий индекс массы тела, особенно при наличии избыточного жира в области живота, может увеличивать риск развития жирового гепатоза, который связан с накоплением жира в печени. Вопрос номер 15. Какова ваша общая длительность занятий спортом, тренажерный зал, в неделю? 30 баллов, менее 1 часа. 20 баллов, 1-3 часа. 10 баллов, более 3 часов. Пояснение. Физическая активность способствует улучшению обмена веществ, включая обмен веществ в печени. Это может помочь в предотвращении и управлении метаболическими нарушениями, связанными с заболеваниями печени.
Вопрос номер 16. Бывают ли у вас проблемы с артериальным давлением? 30 баллов. Часто повышенное. 20 баллов. Иногда повышенное. 10 баллов. Нормальное. Пояснение. Заболевания печени могут активировать систему воспалений в организме, в том числе в сосудах, что может повысить давление. Вопрос номер 17. Имеете ли вы проблемы с желчным пузырем или желчекаменной болезнью? 30 баллов. Да, часто есть такие проблемы. 20 баллов. Были случаи, но редко. 10 баллов. Нет. Пояснение. Заболевания печени, такие как цирроз или воспалительные процессы, могут влиять на нормальное течение желчи по желчным протокам. Это может стать фактором развития желчекаменной болезни. Вопрос номер 18. Имеете ли вы гепатит или другие вирусные инфекции? 30 баллов. Да, есть инфекции. 20 баллов. Были случаи, но не постоянно. 10 баллов. Нет. Пояснение. Инфекции вирусами, такими как гепатит Б, С и другие, могут вызвать хронический воспалительный процесс в печени. Некоторые вирусы, такие как цитомегаловирус или герпес, могут вызвать гепатит. Это особенно верно для лиц с ослабленной иммунной системой. Вопрос номер 19. Сколько овощей и фруктов вы употребляете ежедневно? 30 баллов, от 100 до 200 грамм. 20 баллов, от 300 до 700 грамм. 10 баллов, от 800 грамм до 1 килограмма. Хочу сделать особый акцент на этом вопросе. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, женщины должны ежедневно употреблять около 400 грамм фруктов и 400 грамм овощей, а мужчины по 500 грамм фруктов и 500 грамм овощей. Если вы съедаете меньше этих цифр, то ваш организм сильно недополучает витаминов и полезных микроэлементов. Овощи и фрукты содержат важные витамины и минералы, такие как витамин А, витамин К, фолиевая кислота и калий, которые играют важную роль в нормальной работе печени и поддерживают ее функции. Вопрос номер 20. Как часто вы употребляете продукты с повышенным содержанием сахара, сладкие напитки, кексы, торты и прочее? 30 баллов. Регулярно. 20 баллов. Иногда. 10 баллов. Редко или почти никогда. Пояснение. Пища с высоким содержанием сахара может способствовать воспалению печени, образованию жира в печени, что может привести к неалкогольной жировой болезни печени. Также чрезмерное употребление сахара может быть связано с развитием сахарного диабета. Сахарный диабет также может увеличить риск различных осложнений, включая повреждение печени. Теперь подсчитайте сумму баллов, я подожду 10 секунд и перейдем к оценке результатов теста. Начнем оценку результатов теста. Мои поздравления, если вы набрали 200-220 баллов. Отличное состояние печени. Хорошо, если вы набрали 230-480 баллов. Среднее состояние печени, требуется внимание к некоторым аспектам. Неплохо, если 490-540 баллов. Печень требует внимания, возможно, необходимо обратиться к врачу. И, наконец, если у вас 550-600 баллов, то у вас серьезные проблемы с печенью, требуется срочно посетить врача. Подпишитесь на канал, поставьте, пожалуйста, лайк и посмотрите эти полезные видео. Жду ваши результаты в комментариях.